Ashes of Creation, MMORPG, которую ждали достаточно долго, на этих выходных наконец-то стала доступна большему количеству игроков. Людям, которые не пожалели $120 за допуск во вторую альфу проекта, был открыт доступ к серверам игры. Благодаря щедрости подписчиков попал туда и я, и, как и было обещано, делюсь своим честным и непредвзятым мнением относительно текущего состояния Ashes of Creation. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб, все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм, если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи, мы начинаем. Народ, для всех поклонников WoW из наших широт выпадает невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18:00 по МСК на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Azeroth с рейтами X5. В новом игровом мире вас ждут рейты X5 на опыт, постепенное открытие контента с версии 8.0, хорошая работоспособность с упором на контент БФА, интересные модификации, не влияющие на игровой процесс, например, PvE спектатор и многое другое. Короче, если не застали это историческое дополнение или скучаете по той атмосфере, что дарил нам Battle for Azeroth, то лучшего шанса вернуться уже не представится. Бросьте вызов могучему богу Нзоту и победите древнее зло на WoW Circle Battle for Azeroth X5 14 декабря 2024 года в 18:00 по МСК. Ссылка, как всегда, в описании. Итак, дамы и господа, свершилось. Ashes of Creation, а точнее Альфа, не путать, попрошу, не игра, а Альфа, стала доступна более, скажем так, широким массам, потому что так-то доступ во вторую Альфу открылся пару уикендов тому как, но это вообще людям, которые заплатили какие-то умопомрачительные деньги еще на старте проекта, вкладывались в Kickstarter. Сейчас же игра стала доступна тем, кто отжалел $120, что тоже овер до хрена в любом случае, но, как говорится, никто не заставляет, можно не платить. В предыдущем ролике, кстати, я ошибся. Я сказал, что доступ там к игре предоставляется один день в неделю. Это не так. Я пал жертвой новостной ленты, к сожалению. 3 дня в неделю. Если быть более точным, то начиная с пятницы в 9 часов вечера по московскому времени и даже по понедельник в нашем случае, потому что там у них все равно там Pacific Time. Значит, это получается 9 часов утра понедельника по МСК. Тогда серваки закрываются. Ну и, кстати, коль скоро мы тут заговорили про бабки, вот этот самый доступ за $120, который разработчики обещали прикрыть, ну вот продажи непосредственно, они его не прикрыли. Сейчас вот можно все еще приобрести этот $120 доступ. Почему они так сделали? Ну, у меня ответ только один. Видимо, хотели больше денег. Второй этап альфа-тестирования стартует 20 декабря этого года. Стоит это все дело 110 уже долларов. И тогда игра будет доступна 5 дней в неделю. Но на самом деле у них написано 5+, то есть минимум 5 дней в неделю. Ну и, наконец, третий этап начнется с 1 мая 2025 года. За $100 туда можно будет попасть, и игра уже будет доступна, что называется, 24/7 и непосредственно до релиза. То есть, как бы, вы покупаете себе доступ вот в эту альфу, которая продлится хрен знает сколько. Я уверен, что долго. Потом коротенькая ЗБТ и непосредственно релиз. Но до него еще очень и очень долго, я прям вангую. Обещали разработчики не жестить с вайпами, то есть с обнулениями прогресса, но вот уже стало известно, что 20 декабря нас ждет первый вайп, там вводится новый класс, поэтому они как бы вынуждены это сделать. И я подозреваю, что перед началом третьего этапа альфа-тестирования там тоже они проведут вайп, потому что там тоже будет вводиться новый класс. Но так, еще раз, они обещали не жестить с вайпами, поэтому я очень сильно на это рассчитываю, ибо, знаете ли, прокачка, мы об этом еще поговорим в Ashes of Creation, дается по-настоящему потом и кровью. Мое мнение относительно Ashes of Creation вы, я надеюсь, знаете, но если не знаете, я максимально спокойно отношусь к Ashes of Creation. То есть я не называю Стивена Шарифа задушевно Стивеном, как будто мы с ним на брудершафт вместе выпивали, но в то же самое время я и не являюсь хейтером этого проекта, поэтому, как мне кажется, мое мнение, которое я сейчас попытаюсь до вас донести, будет, безусловно, субъективным, но в то же самое время непредвзятым. Погнали!
Итак, начинается все, разумеется, с редактора персонажей. В Ashes of Creation, на мой взгляд, он представляет из себя на текущем этапе скорее качественную заготовку. Доступно несколько классов, несколько рас, ограниченное количество вариантов внешности, есть даже возможность пошаманить с настройками внешности, что называется, вручную а-ля BDO Style. Но еще раз, ощущается это все скорее как добротная заготовка, что, в общем-то, неудивительно, учитывая статус проекта. Классов, а вернее, правильнее будет сказать архетипов, как я уже упомянул, доступно пока несколько. Маг, Бард, Файтер, Рейнджер, Клирик и Танк. В принципе, этого более чем достаточно для того, чтобы отыгрывать стандартное распределение ролей в MMORPG, но, понятное дело, этим набором игра не ограничится. На подходе вот уже 20 декабря так называемый Рога, а в мае 2025 года должен стать доступен Призыватель. С архетипами в Ashes of Creation достаточно интересная история получается. Разработчики как будто бы собираются миксовать классы, доступные в игре. Ну, не все еще доступны, разумеется, этой функции нет, но в дальнейшем вот играете вы, например, клириком, добавляете ко всему к этому суммонера-призывателя, и внезапно на выходе получаете некроманта. Это реальная история. Суммонер плюс клирик в Ashes of Creation равно некромант. Жду с величайшим нетерпением. Всего там вариаций будет дохера и трошечки, как говорится, 80 с чем-то, по-моему, и все это мне напоминает старую добрую Арчагу, знаете ли, когда на бумаге там 120 или сколько классов, может уже даже больше, а на выходе по пальцам одной руки можно пересчитать играбельные. Не берусь утверждать, что в Ashes of Creation будет именно так. Посмотрим, время покажет. Но все это, кстати, достаточно сложно реализуемо. Сразу со старта предлагаю закрыть вопрос со святым графонием. Он в игре, кто бы что ни говорил, есть, но я бы сказал, есть местами. То бишь, пресловутый 5-й Unreal со всеми его свистоперделками в должном виде можно пронаблюдать, например, в стартовой локации. Оно и понятно, приятной картинкой нужно брать со старта. Однако, чем дальше ты удаляешься от, скажем так, центра цивилизованного мира, тем сильнее начинает бросаться в глаза несовершенство мира остального. Кривенькие текстурки, кое-где можно и вовсе наблюдать дыры, в которые, кстати, реально не иллюзорно провалиться. Висящие над дорогой дороги, висящие в воздухе мобы, всего этого в Ashes of Creation навалом. Анимации, знаете ли, тоже не блещут новизной. Ну и вообще, в принципе, от Ashes of Creation, нужно сразу это отметить, веет таким по-хорошему, да, вот таким вот архаизмом. То есть это прежде всего MMORPG старой школы, не всем подойдет, об этом мы поговорим позднее. Но если мы говорим конкретно о мире игры и вкупе с графонием, разумеется, в виду, да, то для меня он работает. Есть вот это вот ощущение, так называемое эфемерное, да, вот атмосферности. Ты приходишь в мир игры, он тебя либо цепляет, либо не цепляет. Вот конкретно в моем случае мир Ashes of Creation работает, то есть меня он цепляет. Я это увидел еще на стримах, и вот сейчас, когда прибыл на вторую альфу, пронаблюдав, так сказать, воочию, подтверждаю, для меня мир Ashes of Creation работает. В нем хочется находиться, его интересно исследовать, и в него, что немаловажно, хочется вернуться. К слову, мир игры, который когда-нибудь в будущем будет по размерам 1200 квадратных километров, на текущем этапе представляет из себя огрызок в 50 квадратных километров. И вы не поверите, но это уже, по моим ощущениям, овер до хера, потому что системы быстрого перемещения, понятное дело, в игру не завезли. Возможно, завезут за очень дорого по меркам внутриигровой валюты позже, и вроде как даже было подтверждение, что нечто подобное в игре появится. Ну а пока вы будете вынуждены в полной мере наслаждаться красотами мира Верры, потому что иного способа попасть из точки А в точку Б, иначе как сесть на маунта и доскакать, нет. Можно также сесть на маунта и долететь, но такая возможность в игре доступна не только лишь всем. И да, безусловно, миру Веры есть что показать. Там, вне зависимости от кривостей, свойственных любой альфе, есть на что посмотреть. Генерятся какие-то события в открытом мире. Дракон, вот я там подснимал, стаи мобов, которые бегут за игроком. То есть что-то в этом мире происходит. То есть дух вот этого авантюризма, дух исследования, он присутствует в Ashes of Creation. И это не может не радовать. Но все-таки, на мой взгляд, конечно же, система быстрого перемещения должна как можно скорее появиться в игре, потому что, ну, как бы красиво это ни было, это заколебет, потому что уже вот эти 50 квадратных километров на кончиках пальцев. Боевая система. Ее почему-то повелись называть таргетной, но это не совсем соответствует действительности. Да, в конечном итоге, безусловно, все упирается в таргет, однако в Ashes of Creation есть возможность отыгрывать от так называемого экшен-мода, когда игрок выбирает цель мышкой, как в нон-таргет боевой системе. Что-то типа
Типа такого реализовано в Guild Wars 2, ну или даже в недавно релизнувшийся Tron and Liberty. Причем лично на мой взгляд, лучше всего эта гибридная боевая система реализована именно в Ashes of Creation. Ощущается очень бодро, импакт в наличии, не лишено опять же кривости в некоторых моментах, но для альфы, как по мне, совсем недурственно. В общем, когда разработчики Ashes of Creation на начальных этапах реализовывали классическую таргетную боевую систему, я смотрел на это все просто с выражением рука-лицо. Потому что как бы в современной MMORPG такого старья быть не должно, по моему скромному мнению. Но когда они переобулись и решили реализовывать так называемую гибридную боевую систему, смесь таргета с нон-таргетом, у меня аж от сердца немножечко отлегло, потому что, ну вот с этим я плюс-минус согласен мириться. Более того, я хочу вам сказать, я уже достаточно много отыграл на маге, и я за все вот это вот время к классическому тап-таргету ни разу так и не прибегнул. То есть мне все нравится, мне удобно. А я, чтобы вы понимали, прям вообще апологет нон-таргета жесткий. Здесь все в порядке с боевой системой. Чем вообще сейчас в Ashes of Creation можно заниматься? На самом деле, что бы вы в конечном итоге не выбрали, вам предстоит пройти через один очень долгий этап. Это прокачка вашего персонажа, которая включает в себя поднятие уровня до максимально возможного 25-го, выбивание, покупка или крафт экипировки и оружия, прокачка этого самого оружия. В общем, казалось бы, вещи достаточно привычные и, можно даже сказать, традиционные для MMORPG. Просто дело в том, что в Ashes of Creation они как будто бы возведены в абсолют. Прокачка до 25 уровня очень долгая, я бы сказал, максимально долгая. Каждому новому уровню радуешься так, как будто бы он каповый. Если же говорить про оружие и эквип, то здесь вы будете радоваться обычной зеленке, а синька вообще будет считаться чуть ли не недостижимым идеалом. И знаете что? Вот на мой взгляд, так и должно быть. То есть в MMORPG так и должно быть. Ты должен потом и кровью развивать своего персонажа, прокачивать уровни. Это должно прям ощущаться. Ты прокачиваешь своего персонажа, свое альтер-эго. Потому что в современных MMORPG и в относительно современных MMORPG все это дело давным-давно превратилось в какой-то рудимент. Вот ты первого уровня, и вот уже через несколько часов ты на капе. Причем я как бы отдаю себе отчет и понимаю всю спорность этого решения. Потому что, ну, в наше время, да, то есть когда в MMORPG не хватает просто времени людям играть, это некоторая своего рода, знаете, такая вынужденная мера, да, то есть, ну, побыстрее, и вот уже на капе начинается, собственно, непосредственно игра. В Ashes of Creation подход, конечно же, другой. Здесь потом и кровью придется прокачивать своего персонажа, ну, вот просто, да, через гринд животворящий, стоя на спотах и, да, отбиваясь от других игроков, которые тоже хотят стоять вот на этих спотах. Да-да, как в старые добрые времена. Я был несказанно удивлен, когда понял, что Ashes of Creation дарит мне почти такие же эмоции, как когда-то давно, когда мы дружно молотились за жирные споты во второй линейке. Почти, потому что все-таки нужно делать поправку на возраст, да и, как известно, в одну и ту же реку дважды войти не получится. Тем не менее, то, что я испытал в Ashes of Creation, когда с товарищами прокачивал персонажа на вкусных спотах, воюя время от времени с другими игроками, которым тоже хотелось себе урвать кусок повкуснее, было максимально близко к тем самым ощущениям. Игра действительно способна генерировать интересные ситуации. И даже, казалось бы, такое унылейшее занятие, как гринд, внезапно заиграло свежими, а вернее, знаете, хорошо забытыми старыми красками. Ну, то есть, натурально. 2024 год, я ловлю себя на мысли, 2024 год, я стою с гильдийцами в данже, открытом, не инстансе, стою в данже, фармлю мобов. На той стороне данжа стоит другая гильдия. Между нами есть условные линии. Периодически мы подпуливаем их мобов, они у нас подпуливают. Периодически мы их поднимаем, когда их роняют. Периодически они нас поднимают. То есть такая взаимовыручка. 2024 год. Мы фармим мобов. И это, черт побери, весело. Не говоря уже про то, что могут прийти какие-нибудь флагнутые чувачки, прям пачечкой фиолетовые. И тогда вообще понесется веселье, потому что именно про это Ashes of Creation. Так называемый PvX подход. То есть, ну, когда у тебя даже PvE не может быть без PvP. Ну, может быть, конечно, обойдется и без PvP, но вероятность этого PvP присутствует постоянно. И это замечательно. Вот даже гринд в таких ситуациях, он просто великолепен. И да, безусловно, как я уже сказал, вот этот самый гринд, на котором завязана прокачка вашего персонажа, это по сути чуть ли не единственное, чем вы будете долгое время заниматься в игре. Путь до 25 уровня тернист и извилист.
Периодически вы будете подфармливать ресурсы, периодически водить караваны, которые, как известно, можно грабить. Кстати, крайне прибыльное занятие. И возить, и грабить. Может быть, пойдете приручить себе какого-нибудь симпатичного маунта, чтобы можно было быстрее перемещаться между точками интереса. Есть также кое-какие квестики, но, во-первых, за них дают мало опыта, насколько я могу судить. А во-вторых, они достаточно сложные, особенно с учетом того, что великий и могучий в Ashes of Creation завезут только на релизе. А пока, как говорится, only English. Разумеется, можно гриндить в гордом одиночестве, но мне кажется, что это достаточно такое медитативное, безусловно, но все-таки не такое веселое, как в компании, да, занятие. Поэтому вам здесь обязательно нужна будет гильдия. Без гильдии в Ashes of Creation, лично по моим ощущениям, играть вообще бессмысленно. Ну, может быть, только в порядке ознакомления какого-то. Да и то, вот у меня есть уже примеры таких игроков, которые пришли, купили игру, такие посмотрели, что-то, блин, да какая-то херня, альфа, что-то непонятно, и ушли. Как будто бы, блин, нельзя было посмотреть просто по стримам или по видосам и не покупать игру, просто сделать сразу эти выводы. Лично у меня не было вообще никаких завышенных ожиданий. То есть у меня было, знаете, такое настроение, ну, вот типа такого же, да, я приду сейчас, посмотрю, ну, понятно, альфа, пойду-ка я займусь чем-нибудь другим. Каково же было мое удивление, когда я просто обнаружил себя играющим в Ashes of Creation на утро, блин, следующего дня. Ну, вот я начинал вечером, да, там в пятницу, допустим, она началась в 9, закончил утром или глубоко ночью. И так вот с пятницы по воскресенье, а потом еще и в понедельник они продлили тест, я тоже пошел качаться. С удовольствием, не заставляя себя. Это просто удивительно. Вероятнее всего, и даже 100%, это MMORPG подойдет не всем. Уже есть поколение геймеров, которые выросли на куда более казуальных и быстрых проектах. Но игрокам старой школы, которые еще помнят, как это было когда-то, Ashes of Creation зайдет, я уверен, просто как дети в школу. Да-да, ту самую школу, в которую все мы с вами ходили, когда и подсели на все это дело. Я, конечно, не могу вам рекомендовать эту альфу к покупке, потому что, во-первых, это все-таки прежде всего альфа со всеми вытекающими. Отдавайте себе в этом отчет. Это не игра, это альфа. Еще раз. Ну а во-вторых, потому что 120 баксов, равно как и 110, и даже 100 баксов, это все еще для многих очень ощутимые деньги. Но! Если вы относите себя к игрокам старой школы, скорее всего, вы не пожалеете о таком приобретении. Что же касается успеха-неуспеха, выйдет-не выйдет, меня вот это, честно говоря, вообще ни капельки не колышет. Я уже, знаете ли, вот прям на текущем этапе получаю некоторое удовольствие от всего этого дерьма. И я уверен, что за тот срок, пока Ashes of Creation находится в альфе, ее допиливают, может быть, потом случится релиз, может не случится, я наиграюсь в нее вот настолько прям. Потому что это уже сейчас играбельно, и уже сейчас в это достаточно интересно играть. Ну и в конечном итоге можно предположить, что, знаешь, ну она такая вот, Мадлер, не такая как все, она такая как бы хардкорная, может быть, это и нахрен никому не нужно в 2024-м, когда люди привыкли к чему-то более казуальному, простому, к более быстрому. И таки да, я вам скажу, да, но нужно понимать, что у Ashes of Creation есть то, чего нет у других вот таких вот нишевых MMORPG, тоже с хардкорностью, в которые хрен пойми, пойдет кто-нибудь или не пойдет, скорее не пойдет, чем пойдет. У нее есть узнаваемость. Имя Ashes of Creation. Про Ashes of Creation, ну я не знаю. Вот конкретно вы слышали про Ashes of Creation? Напишите в комментариях. Потому что мне неизвестны любители MMORPG, которые не слышали про Ashes of Creation. Соответственно, когда, ну, я не знаю, там, она станет доступна более широким массам, может быть, все-таки случится этот самый релиз пресловутый. Все, без исключения, игроки в MMORPG пойдут и будут играть в Ashes of Creation. Я вообще ни капельки в этом не сомневаюсь. Но это, еще раз, лично мое мнение, свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Или вы можете написать в чатике моей группы Telegram. Там я прочитаю железобетонно. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.